В ходе геологической истории Земли на территории, занимаемой Россией, сформировалось 13 непохожих друг на друга регионов, которые ученые называют физико-географическими странами. Существование таких стран измеряется миллионами лет. У каждой свое происхождение, своя геологическая структура, особенности рельефа, а значит и особые природные условия, которые определяют ее своеобразие. Кавказ – горная страна, протянувшаяся более чем на 1100 километров между Черным и Каспийским морями. Расположен в пределах Альпийско-Гималайского подвижного пояса с активными тектоническими движениями. Сформировался около 25 миллионов лет назад. Как и для других молодых гор, для Кавказа характерны резкие силуэты с острыми вершинами, еще не сглаженными эрозией. Здесь часты землетрясения и обвалы, в результате которых местные пейзажи постоянно меняются. Перегораживаются реки, образуются озера с чистейшей ледниковой водой. Такие, как, например, Бадукские в Тибердинском заповеднике. Им всего-то 100-200 лет. Да и весь этот мир находится в процессе становления, ведь горы до сих пор растут. Кавказ – самый крупный центр горного оледенения в России. Общая площадь ледников – около 2000 квадратных километров. Изменение их размеров – один из индикаторов глобальных перемен климата. В последние десятилетия их площадь неуклонно сокращалась, о чем свидетельствуют пустые долины, еще не так давно занятые ледником. Наиболее приподнята центральная часть Большого Кавказа. Здесь находится высочайшая вершина Европы Эльбрус. Его силуэт отличается правильной конусовидной формой, потому что Эльбрус – вулкан. Он образовался высоко в горах и вырос над ними относительно недавно, а две его вершины – это края кратера. Кавказские горы – родина крупнейших птиц России – грифов и сипов. Размах их крыльев достигает 3 метров, а вес – 12 килограммов, что близко к максимальному для летающих птиц. В полете они редко используют маховые движения, а чаще парят, ловя потоки воздуха широкими крыльями. Сипы и грифы относятся к роду крупных хищных птиц. Но охотниками в полном смысле не являются. Они падальщики. Даже на ослабленную добычу не нападают. Наоборот, терпеливо ждут, пока не появится запах разложения, если не очень голодные. Увы, недостаток кормовой базы падальщики ощущают даже раньше настоящих хищников. Сейчас по Кавказу не бродят большие стада диких животных, а домашний скот редко умирает своей смертью, да и его становится все меньше. Сипы и грифы поставлены на грань выживания. В Кабардино-Балкарии среди удивительных по красоте долин мы нашли одну крупную колонию сипов. Гнезда они строят на скальных выступах. Собственно, в полной мере колонией это назвать нельзя. Птицы могут прожить и парами, но удобных мест для существования не так много, поэтому они селятся по соседству. И, как бывает между соседями, среди них нередки конфликты.
Сипы и грифы – неперелетные птицы. Живут возле гнезд зимой и летом. Торопиться им вроде некуда, и они могут выращивать своих птенцов дольше других птиц. И все же необычно видеть, с какой нежностью родители заботятся о своих уже почти взрослых отпрысках. Когда он засыпает, самка даже укрывает его от яркого солнца своими большими крыльями. Впрочем, как оказалось, эта поза характерна для птиц. На востоке Кавказа, в Дагестанском заповеднике, находится самая большая дюна в Евразии – Сарыкум, высотой 250 метров. На ней мы увидели, как стаи сипов раскрывают крылья и подолгу сидят, обратившись к солнцу. Это не таинственный обряд, а гигиеническая процедура. С помощью ультрафиолета птицы избавляются от бактерий и паразитов. Рацион питания вынуждает падальщиков быть очень чистоплотными. Если на восточных окраинах хребта мы видели песчаные дюны, то склоны его западной оконечности, выходящие к Черному морю, самое влажное место в России. Здесь множество рек, озер, водопадов, и порой кажется, что сами камни сочатся. Облака с моря переваливают через не очень высокие горные хребты, затягивая склоны туманами. В тумане можно подобраться к очень осторожным животным, обитателям высокогорий, кавказским турам. Летом они сбиваются в стада по половому признаку. Взрослые самцы-рогачи составляют свою компанию. Самки с детенышами пасутся отдельно. В Кавказских горах ярко выражена высотная поясность. Нижние части склонов покрыты густыми широколиственными лесами со свойственной этому ярусу фауной. В укромных ущельях можно встретить растения, занесенные в Красную книгу – тисы и самшиты. Это реликты третичного периода, пережившие здесь эпоху оледенений. Да и сами деревья – долгожители. Тис ягодный может достигать возраста 4000 лет. Над уровнем леса начинаются субальпийские луга, буйство высокотравной растительности. Еще выше, в горах, начинаются заросли рододендрона кавказского. А выше идут альпийские луга. Их еще называют горной тундрой. Климат здесь суров, трава вырастает невысокая и образует ковер из цветов. В западной части хребта находится крупнейший в регионе и один из старейших в стране Кавказский заповедник. Он возник на территории, которая в конце XIX века была арендована для охоты царской семьи, поэтому места здесь практически не подвергались хозяйственной деятельности человека. Каждый год летом заповедник приглашает волонтеров для участия в учете копытных животных. Проводиться он должен одновременно по всей территории. Несколько групп, каждая из которых руководит научный сотрудник заповедника, отправляются по своему маршруту. Это уникальная возможность подняться на красивейшие горы, увидеть диких зверей, побыть наедине с девственной природой.
Если повезет, можно увидеть и стада зубров. Известно, что зубры на Кавказе были полностью уничтожены 90 лет назад. Однако эти существа не призраки. В середине прошлого века путем скрещивания беловежских зубров и американских бизонов ученым удалось получить жизнеспособную популяцию новых зверей. Зубры или зубры-бизоны освоились здесь, размножились и прочно заняли пустовавшую экологическую нишу кавказских зубров. Теперь их можно встретить не только здесь, но и восточней, на Домбае, который в переводе с карачаевского как раз и означает «зубр». Если зубры уже вернулись в места прежнего обитания, то другой зверь долго ожидал своей очереди. Когда-то переднеазиатские леопарды или барсы жили по всему Кавказу. Теперь они остались только на соседнем Иранском Нагорье. Несколько лет назад в Сочинском национальном парке возник центр, задача которого – восстановить исчезнувшую популяцию. Из Ирана и Туркмении были привезены несколько диких зверей. От них удалось получить потомство, которое и будут выпускать на волю на территорию Кавказского заповедника. Проект уникален. Нигде в мире еще не выращивали диких кошек для расселения. С хищником это сделать сложнее, чем, например, с зубром, потому что леопард опасен. И если он не будет испытывать страх к человеку, это может обернуться трагедией и для людей, и для него самого. Он станет легкой добычей для охотников. Осознавая все эти риски, ученые много лет изучали каждое поколение родившихся в центре котят и совершенствовали методики воспитания. И вот 15 июля 2016 года 3 выращенных в центре леопарда были выпущены в дикую природу. Это важнейшее событие не только для тех людей, кто участвовал в этой программе. Из Министерства природных ресурсов, Сочинского национального парка, Всемирного фонда дикой природы, но и для всего Кавказа. В родные горы вернулся один из самых легендарных жителей. Кавказ – один из красивейших регионов России. Соседство теплого моря и гор привлекают сюда множество туристов. И одной из главных задач местных заповедников и национальных парков становится организация экологического туризма, который дает навыки уважительного отношения к окружающей природе.